Всем здорово, народ! Сегодня у нас будет карточка за Урсу, за медведя. Такая динамичная, прям максимально активная. Все, как я люблю. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Соответственно, отжимаем здесь руну в эрке. Именно у меня получилось ее перекликать, забрать. И учитывая, что вражеская команда делала ФБ, ВРК не вкачала себе вендран. У него, видимо, сейчас взят павершпрот на первом левеле, и мы просто за автоатаку за счет Фьюри Страйпсов, соответственно, сносим ей половину ХП еще до того, как появились крипы. Здесь Виверна ошибается, не знаю, зачем он именно таким вот образом пошел. Соответственно, ему мы тоже сносим практически все лицо. Я понимаю, что здесь там можно за ним очень долго бегать, лучше я пойду на крипасов. Понятное дело, что сейчас Леон за это умрет, но он на самом-то деле очень много времени здесь выиграет. И вот смотри, вся вот эта пачка моих союзных крипов просто умирает. Они экспы не получат. И то, что они вот так вот долго зеленым бегают, ну, в принципе, наверное, невыгодно для них. Учитывая, что я забрал full экспу, full, соответственно, золото, всю пачку, они с этой пачки вообще ничего не получили. Смерть Леона здесь максимально оправдана, а мне, наоборот, приятно в этом плане. И опять же, из-за того, что Леон не получает экспу с вражеских крипов, эту всю экспу забрал себе я. Короче, неплохо получилось. Да, несмотря на то, что Леон уже второй раз умер, он ФБшку отдал. И сейчас, соответственно, тоже. Но, возможно, у меня получится добить ВРку, не получается, потому что я ловлю тычку от Виверны, сразу же на меня идет замедление, я понимаю, что я ВРку здесь не догоню, и не стал за ней бежать до Талова, там куда-то под вышку, просто вернулся на крипов, и по факту, даже несмотря на то, что я сейчас за ВР, казалось бы, поролся, из пачки я практически ничего не потерял. И опять же, для меня это все максимально приятно, меня все, ситуация супер устраивает. У меня вот 6 крипов, 4 заденайных, в золоте я купаюсь, вот теперь купаюсь, максимально все у меня хорошо. Но будем посмотреть дальше. Апает ВРК второй левел, понятное дело, с этого павершпрота убила дальника, поэтому качает себе вендран, и от меня убегает. Можно было здесь на самом-то деле лицом не ловить ее стрелу, не подставляться, чуть попозже нажать авторшок. Все равно бы я не успевал как-то здесь ее убивать. И третий раз умирает мой Леоныч. 4-0 на табло в пользу противника, катка будет интересной. Значит, дропаю здесь, соответственно, просто вещички на базу Леона, чтобы он их забрал, но у него еще КД на телепорт будет в 15 секунд, поэтому подождем, потерпим. Так вот, Урса. Максимально активный керрич, один из самых активных в принципе. Вот тебе прям хочется после появления блинка, там, ну, допустим, башера, окей, уже бегать по карте и всех вот там просто постоянно выносить. На самом-то деле уже с появлением блинка можно совершенно спокойно подключаться к игре. Если там какие-то телепорты, допустим, нужны, подвышки и так далее. Понятное дело, ты хочешь прям пофармить, когда у тебя появляется БФ, да, ты фармишь себе блинк, фармишь себе башер, и потом ты прям вообще неубиваемый. А учитывая изменения в патче 7.40, Урса как будто бы стала еще сильнее по сравнению с тем, что было. Урса и в прошлом патче, ну, по сути, считалась такой достаточно сильной имбой. ВРК потеряла всю ману, здесь мы ее совершенно спокойно убиваем. Ошибка для нее. Да, соответственно, Виверны дальше не пошел. И забираем здесь, соответственно, крипчиков. Еще забираем лотус. По линии вообще все хорошо. Прям вот идеально все встало, видишь? Нужно всегда балансировать между тем, чтобы сломать лицо противнику и бить крипов. У меня получается пока что все очень, на удивление, неплохо. Идеальный баланс. Я и крипов, соответственно, бью, и противников убиваю, и как будто бы и хпшку не теряю, там, где не надо. Вообще все шедеврально. Кроме данного муба. Ну ничего, надо же немножечко как бы уравнять противничков, понятное дело. Так вот, изменение Урсы. Нам поменяли местами шард, талант 20 левела и так далее. Значит, смотрите, какой раньше был шард. Мы когда юзали первый спел наш, авторшок, на Урсу накладывался эффект Enrage, да? Ненадолгое время, там, не помню сколько конкретно, по-моему, меньше секунды даже. Теперь этот шард убрали, и в него засунули талант, который раньше был талантом 20 левела. Теперь мы за счет первого спела накладываем на противников 3, даже целых 3 стака нашей пассивки. Супер мощный шард, учитывая, что раньше, да, это было приятно получать на 20-м левеле. Теперь же, после башера, мы сразу же можем купить шард, и уже с блинком, с башером просто урона становится еще больше, чем он и так есть. У Урсы невероятно огромный бурстовой депс. Невероятно огромный. А сейчас, с таким вот шардом, который ты можешь купить сразу же, да, после башера, это просто какие-то заоблачные цифры депоса, которые ты можешь таргетно вбить в противника, просто за счет блинка ты убиваешь всех. Все живое ты убиваешь просто за автоатаки. Я не знаю, это очень сильное изменение по факту. Ускоряет еще больше темп для Урсы. Если раньше у тебя Урса была супер активна, сейчас она станет еще активнее. Вот так вот. Главное не заиграться с этим и в моменте не потерять слишком много. Там, знаешь, 2 раза умер и темп потерял на Урсе, и потом уже тяжело откамбатить. Но ничего.
Соответственно, фармим крипчиков, Леон там особо помогать нам нечем, потому что важнее, естественно, бить крипов. Ну, давайте, наверное, уже откроем Networks, в принципе. Общая ценность. Бим-бим-бам-бам. 2100 золота имеется, нормально. Здесь ловлю какие-то моменты, вижу, что у Верна нет кнопок, во-первых, во-вторых, нету маны, но как будто бы туда я покорить не могу. Просто продолжаем фармить крипчиков. Вот так вот. А, кстати, талант 20-го левела, да, который раньше был на применение пассивки с первого спала. Теперь он заменен на, соответственно, плюс 0,5% к урону от нашей врожденки. От Мауля. Соответственно. Ну, такое, типа, окей. Талант как будто бы стал послабее, но учитывая, что этот талант перемещен в шарт, вообще очень неплохо. Тут пингую на Виверну, потому что можно ее здесь убить спокойненько. Понимаю, что у моего Леона еще есть, кстати, Вотус. И прошу его этот Вотус меня нажать, чтобы я сохранил стикер себе. Если он Вотус нажимает, он просто очень долго думал, и не знаю, почему он не хотел мне этот Вотус, во-первых, отдать. Но мы здесь спокойненько забираем даблкилл, и для нас это прям вообще шедеврально, великолепно. Nice, okay, let's go. Но не тут-то было, не все так идеально, потому что приходит УД, тут я стоит 100 умираю, очевидно. Астрал ультимейт. Вот. Седьмой. Ну, это, кстати, база, понятное дело. Как только у УД появляется ультимейт, сразу же всегда вот хочется на УД нажать куда-то телепорт, на какой-то сайт и выдать, да, буквально 2 свои кнопки. Астрал ульту, чтобы кого-то убить. Урона там много. Вот. Но это время для Эмбера, по сути. У него там все не особо хорошо, да, 5-й левел только, на 7-й левел от Д в данном случае. Но ультимейт потрачен, и это для нас как будто бы... Ну, понятное дело, плохо, что я умер, но пойдет. Окей, let's go. Значит, тут я вижу, что снизу идет суета. У меня, кстати, тренд тройка в команде. Вот решил вот так вот, пацанчик, пообузить героя. Решил дать ТП на низ, потому что сейчас на топе мне особо было делать нечего. Там у нас у Леона, типа, могут быть проблемы, но какая нам разница, да? Просто нажал ТП вниз, убил сейчас Чена. В идеале, конечно, еще эту пачку забрать и пойти в гейт, но я же добрый самаритянин, я этот, ну... На самом деле нужно быть наглее, конечно. Надо было забирать эту пачку и потом только прыгать в гейт. Но ничего. У нас есть фазики. Фазики это прям вообще хорошая новость, потому что можно очень активно бегать. Понятное дело, да? И на лайне вы становитесь еще сильнее. Учитывая, что у меня по фарму все прекрасно. Нет смысла покупать какие-то Power Threads там. ПТшки нам не нужны. Карусель. Это просто, конечно, супер забавно это наблюдать. Под пиво играю, ну, как обычно. Да, просто как обычно. Взял, по кругу башню обежал, да, чтобы крипчика не убить. Великолепно. Найс игрок. Чуть-чуть остается мне опыта до 6-го левела. С появлением ультимейта можно будет прям вообще ничего не бояться. По крайней мере, в рамках лайна. Вот. Будем посмотреть. Очевидно, первые шмотки сейчас собираем боев. Я не знаю... Кстати, лишний прыжок нажал, надо было не прыгать. Так вот, супер сильно давно, я уже даже не помню в каких патчах, ну, на Урсу БФ не собирали. Вообще помните такие вот времена, когда Урса игралась без БФ? Они как будто бы в прошлой жизни были. Сейчас, понятное дело, только БФ. БФ only. С появлением, соответственно, данного итема Урса фармит просто невероятно быстро. Просто между компами бегаешь, очень активно все зачищаешь. Начинаем собирать БФ, естественно, с корну копии, чтобы у нас был реген на линии, и мана, и хпшка регенится, все великолепно. Вот сейчас смотрите, какой момент. У меня есть 18 стиков, я понимаю, что в меня ВРК будет кидать пауэршпрот, поэтому нажимаю стики, чтобы не умереть. Можно было нажать ультимейт еще, чтобы хпшку не потерять, но как будто бы хотелось именно ульту сохранить. Ну, не зря же, не просто же так, Виверна кидала в меня свой спелл. Тут нажимаю ультимейт, чтобы не словить контроль от ВРК фуловый, чтобы депас лишний, да, понятно, снивелировать, но все равно больновато. Все равно больновато, нужно выходить. Будем сейчас жестко мансить. Вернулись от гранатки. Печально, что у Леона не получилось добрать, соответственно, Виверну, но ничего. И вот как будто бы сейчас не могу я никак выйти на лайн. Нужно что-то делать, нужно что-то думать. Но ничего. Вот буквально появляется БФ Блинк, и там уже просто суета невероятная за Урсу стартует. Ищу момент где-то, чтобы если вдруг, допустим, останется Виверна, можно было бы ее как-то все подловить, как-то убить. Но они сами с этим справились, просто под Леона вышли и умерли. Ну, я не знаю, зачем. Не знаю зачем, не знаю почему. Несмотря на то, что у меня здесь ВРК, понятное дело, хочет максимально там колупать, бить, чтобы потом за пауэршпрот добить, поэтому не боимся. Забираем парочку крипчиков. Видно ОД, что он к нам прилетел, и, соответственно, нужно отсюда сваливать. Не хотят они меня оставлять. Счет у меня, кстати, 4-1 уже в данный момент, но все равно не так уж, чтобы прям пиздец много нетворса. Простите за мой французский. Поэтому просто бежим в гейт, не хочется здесь стоять. На самом деле, нужно было просто бы уйти в верхний лес и фармить вот этих рипчиков временно, просто ждать, пока свалят с моего лайна противнички. Но выйдя в гейт, соответственно, под ультутом, там мы можем еще убить кого-нибудь, соответственно, чем я и занимаюсь.
Забираем килл на Рике. Отлично, счет 5-1. Нас все максимально устраивает. И как будто бы уже приближаемся к БФу, как только появится, не знаю, БФ, это уже совсем другой уровень. И вот даже сейчас, на 10-й минуте, уже 5 киллов мы имеем. Тут, конечно, ошибка. Надо было просто выходить после убийства Рики. Очевидно, что вражеская тимка здесь захочет как-то, ну, нам отомстить за всю суету. И слишком много героев, да. Если бы, кстати, он попал в печеньки, возможно, получилось бы у нас убить ОД. Хотя навряд ли. Не думаю. Все равно бы не хватило ДПСа, скорее всего. Здесь на фигу. Тут ошибка, надо было просто сразу выходить после убийства Рики. На самом деле все было хорошо сделано. Рики убили, подвышли, можно было спокойно закачать кемпики, вообще не умирать. Ошибочка. Тут ошибочка, но видишь, уже просто в себя поверил. Медвежья ярость проснулась в моей крови. Но это уже, конечно, да. Так делать не стоит. Вот за Урсу супер приятно наращивать темп. То есть, если у тебя быстрый Battle Fury, у тебя быстрый Блинк, у тебя много киллов по карте, значит, быстрый Башер, там уже можно купить, там, ну, в зависимости от того, что сейчас требуется. Либо БКБ, либо Шард, либо сразу идти в нулифайр, допустим, чтобы прям вообще по возможности не оставлять противникам шанса на выживание. Просто блинкуешься, нулифайр нажал в противника, и все, и срезаешь его чисто медвежьей, да, оплеухой вот эту, просто туда вот его грызешь. Соответственно. И самое главное за Урсу, вот этот темп, постоянно поддерживать его, не терять. Потому что, вот, как я уже говорил, да, по-моему, в начале ролика, если вот 2 раза подряд где-нибудь лишний раз пойдешь слишком глубоко и умрешь, темп вернуть будет сложно. Тут нажал ульту, чтобы слишком много хп не потерять от ВРки. Ну, на самом-то деле, можно было, конечно, просто подвыбежать, но у меня бы было сейчас уже там где-то 2/3 хп. Если бы был еще +1 какой-нибудь сейчас игрок от вражеской команды, могли бы меня вообще за контроль убить. Поэтому от греха подальше просто жмакнул. Ультимейт. Все равно фокус фару ВРки уже закончился, я могу спокойно выйти на пачку. Значит, Леон пугает ВРочку. Нормально. Ульты у него нету, кстати, возможно, с ультой даже убил бы, в теории. Возможно, хватило бы ему депса, но нам это не важно. Нам главное, соответственно, просто фармить. Просто фармить свои слоты, фармить БФчик и не отвлекаться от этого. 13-13, кстати, счет выровнялся. Нормально, окей. Снизу умирают противнички. Что там у нашего Трента? Кстати, Трент, когда собирается в тройку, это, конечно, полный мем. Я помню, у него под конец игры, когда мы там будем на фонтане, допустим, не буду, конечно, спойлерить, на каком фонтане, но тем не менее. Он прожимает, когда Аганим, тоже же, да, полностью переделанный вообще Трент, у него там много Аганим и так далее. У него было в моменте 8000 хитпоинтов. 8000 хп у Трента. Где-то там не минуте на 30-е. Тоже мем, конечно. Да. Все, остается считанное 300 золота остается до Battle Fury. И будет сок. Значит, здесь не боимся выходить на пачку, потому что видно вот в миде. Я понимаю, что меня здесь никак не убьют. У меня ультимейт имеется. Идем сюда. Кстати, новая нейтралка выпадает. Это эти кубики из ДНД. Это чисто Baldur's Gate уже какой-то анекдота. Значит, вы бросаете... Ну, у вас же рандомная, да, допустим. Атака выпадает. У вас есть разброс по депосу. Так, сейчас, подожди. Вижу, что у нас выход в миде идет на моих тиммейтов. Здесь слишком далеко заходит. ОД умирает. И за счет нашего телепорта мы просто оформляем даблкилл, конечно. Убиваем здесь Рикимару. И верно тоже отправится, естественно, в таверну. Найс. Вот просто не брезгайте за керри нажимать телепорты в 100% в гарантированной ситуации, когда это нужно. Если бы я сейчас ТПшку не вжал, у меня бы, скорее всего, ну даже если не умер бы Эмбер, окей, не факт, что он бы умер, но мы бы точно не убили ни Рики, ни Виверну. И за счет просто одного телепорта, в моем, да, в этом проявлении телепорта медведя, автоатакой закликал Рикимару, потом закликал Верну. Все. На самом деле они должны были как будто бы сразу просто отступать, как только увидели мой ТП. Но почему-то они этого решили не делать. И тут еще и ВРК подставляется, и таблончиками просто убиваем. Все. Ничего сложного. Ты за Урсу просто бегаешь, убиваешь противников вместе с тиммейтами, а когда у тебя появляется блинк, еще парочка там, допустим, слотов в виде Башера и Шарда, начинаешь убивать в соло. Вообще ничего сложного нет. Максимально кайфовый, динамичный, агрессивный керри, который бьет лицо. На самом-то деле, ну, вот когда у тебя появляется 4-й левел, ты уже и на линии лицо начинаешь бить. Потому что у тебя взят 1-й, допустим, 3-й, и еще, там, не знаю, в 1, в 2, когда ты берешь его пару. На самом деле, когда ты берешь даже 2-й спелл в единичку, ты уже можешь на лайне хорошо убирать противничков, просто срезать их, если есть какой-нибудь стан. Ну, в данном случае есть много контроля в виде Леона, поэтому можно, да, совершенно спокойно. Он, по сути, как сейчас с Веркой было. Просто из No Vision под стан выходишь и ломаешь лицо противника. Вот такая вот суета. По итогу, что мы имеем? У нас 7000 нетворса на 14,5 минут. Неплохо. 7-2. Одна помощь. Поучаствовали в 8 киллах. Ну и, соответственно, с БФчиком, да, начинаем неистово и очень быстро фармить лесок. Вот у нас уже и Эмбер выправился.
Несмотря на сложную ситуацию в миде, у него уже все неплохо. Да. Not bad, not bad. Но мы не отвлекаемся. Самый пик урсы приходится на, опять же, повторю, да, на появление блинка и башера. Ну а в данном патче вот еще и с шардом. Это очень хорошо стакается. Ну вы все увидите, вы просто... Это невероятное количество урона воочию, чуть-чуть попозже. Тут хороший вижен стоит во вражеской тройке. Опять же, если у меня Тима выходит, хочет здесь пофайтиться, мы просто помогаем. Все. Рики думал, что у него не будет помощи моего Леона. Прыгнул на Леона и сразу же умер, потому что я просто подошел и с автоатаки его сломал. Я не знаю, максимально топорный геймплей за урсу вообще. Вот ты просто подходишь и бьешь лица, ты их просто ешь, этих противников. Медвежьей яростью. Ты моих медвежат не тревожь, как говорится. Спасли Леона, Леон не умер. Мы еще за этот счет убили просто противничков. Ситуация вообще невероятно идеальная по факту обрисовывается. И у нас уже, считай, есть блинк. Все, я забираю вот этих хенчей, и у меня на 16-й минуте летит блинк ко мне в инвентарь. Вопросики? Эта игра вот как будто бы, да, с такой вот урсой, которая супер темповая, у которой много нетворса, но ее практически невозможно проиграть, если вы лично сами ошибаться дальше не будете и зазря умираете где-то. Главное не нафеить дважды подряд. Один раз можно, но все равно не стоит. Найс, продолжаем фармить дальше. Чем больше золота, тем больше шансов на победу, очевидно. В любом случае всегда мониторим карту, ситуацию на ней, и опять же, если нужен какой-то телепорт, мы его вжимаем. Вообще совершенно не брезгаем этой возможностью. Руна, дарующая мне невидимость. Руна, дарующая мне невидимость, сказал Чен. Тут Леон, конечно, наглеет, пытается выходить на пачку, зачем-то подкоп в нее еще нажимает прямо при мне. Вы вообще видите эту наглость на Леоне? Так-то саппорта делать не нужно. Мне пришлось из-за этого потратить блинк, чтобы успеть на пачку быстрее Леона, чтобы вот не он ее забрал, а я. И, соответственно, если бы сейчас какой-нибудь саппорт вышел, я мог бы его убить. Ну, при наличии блинка, допустим. А блинка у меня нет. Вот и думайте. Тут Верка нас пытается пробивать поворошпротами, смотрим на мидок. В принципе, можно нажать, и понятное дело. Телепорт. И сейчас мы удивим Виверну. Просто удивляем Виверну тем, что у меня есть блинк. Без шансов она умирает. Кнопки свои нажать не успевает, ничего не делает. Да здесь нажал ультимейт просто, чтобы вообще не потерять хпшки. Меня Уда успел один раз стыкнуть своей, соответственно, автоатакой. Ну, понятное дело, что пока они сейчас в таверне, у меня ульта уже откатится, и как будто бы кто меня здесь убьет. ВРК на топе, Чен только разве что, но как будто бы верю в него. Нажал ульту просто потому, что она ни маны не стоит. Ну, и когда достаточно быстро, понятное дело, не как с Аганилом, но тем не менее. Все, к тимке подключились, немножко и помогли. Продолжаем фармить дальше. Можно забирать кач, соответственно, с вражеской половины здесь совершенно спокойно. Потому что у нас команда сейчас гораздо сильнее. Мы уже 7000 денег ведем, преимущество у нас. И ракушка. Ракушка, кстати, вот в прошлых давно, да, патчах была как нейтралка. Потом ее как-то удаляли, ее не было в игре. Сейчас ее снова вернули. Невероятно кайфовый айтем на урсу. Тут меня находят. Можно записать в ошибку, конечно, но где-то здесь стоит вижен у врагов. Либо здесь на пригорке, либо где-то здесь вардик стоит. Потому что они прямо сразу же под Рики всей пачкой ко мне пошли, убили. Не ожидал, на самом деле, что они будут где-то здесь. Именно. Обзор. И по факту, да. По факту нафидели мы. Ну и все началось с моей смерти, очевидно. Здесь, по идее, должен умирать ОД. Эндер. Ну, Эндер может выжить, может нет. Короче, да, сам факт, что в принципе действие, с одной стороны, правильно, то, что я решил пофармить вражеские компы, забрать у них кач. Но, во-первых, нужно было мониторить тогда наличие тиммейтов рядом и наличие, соответственно, вижена. То есть, если бы мне Леончик подошел, поставил сентрю куда-нибудь сюда, зачекал бы здесь опсы, зачекал бы здесь опсы, в принципе, стоял бы подо мной, навряд ли меня бы так сильно и быстро убили. Но вот, учитывая, что, соответственно, я это не промониторил, записывал мою ошибку, поскольку я слишком агрессивно здесь стоял. Тут не стал идти дальше за Рикимару, очевидно, потому что нет этой возможности. Плюс сейчас у меня тпшится Леон, и уже вместе с Леоном можно будет суеты навести. Покупаю себе досты, опять же, тоже, ну, слишком дешевый слот, который позволяет там убивать инвизеров и не покупать досты лично на керри, если у тебя есть слоты. А в начале игры на 19 минуте у тебя, естественно, слоты есть. Это ошибка. Здесь были, допустим, у Леона Даста, окей, нормально, мы вместе с ним убили Рики Мартина, потому что понимали, что он идет на кэмп, плюс я еще нажал, соответственно, скан. Но вот если бы у моего Леона Дастов не было, я бы спокойно нажал их сам. Поэтому Дасты — это супер must-have, не брезгайте их покупать. Ну и все. Посмотри, 200 голды до башера,
Потом, допустим, где-нибудь 1400 еще голды до шарда, и урон у Урсы будет, ну, настолько огромный. Я бы этого чена сейчас убил. Просто за прыжок и вот так вот. Тут супер неприятно. Единственный, короче, сейчас самый для меня противник, да, такой прям вонючий, фу, сука, это ВРК. Потому что у нее есть вендран, и вот только по ВРК я сейчас не могу точковать. То есть все остальное, ну еще Виверна, понятное дело, ПВ может сидеть. Но опять, окей. Да, слишком глубоко как будто бы полез, у нас не было Эмбера. Хотелось просто фришного чена забрать, потому что это прямо булка, да, с одной стороны. Но опять же, видишь, отвечают противники, огрызаются. И вот про то, что я и говорил, не стоит на Урсе прямо слишком сильно наголеть. Это было прямо слишком нагло. Передоз по наглости. Надо чуть-чуть, вот чуть-чуть полегче. Если бы у меня уже был башер, и тем более жесть, тогда можно было. Но это было, я не знаю, насколько должен быть фрифарм, чтобы у меня уже на этой минуте были бы такие слоты. В такое мы не верим. Все, башер купили. Сейчас можно будет вместе с командой, допустим, шардик собрать. По-моему, я колил, или кто-то из нас поколил, что давайте поиграем сейчас сверху, заберем шард, вот эту всю территорию захватим и так далее. Очевидно, шард мне не выпадет, потому что, ну, да, у нас есть Леона, есть вот Снэпфайр, поэтому, естественно, в квикбай ставим себе сами шардик, будем сами себе его покупать. Вы, в принципе, за Урсу сами шард добиваете, спокойно нажмакаете ульту и по 2 зарядами лапок шардик ваш. То есть вы клацаете оверпауэр, ждете пока КД подойдет ближе к концу, потом под ультой. Первый, ну, все вот эти тычки вы даете, нажимаете еще раз второй спел, и все. Это фришард. Леон вам здесь был не нужен. Ну и, соответственно, он сразу понял, когда лицо начало улетать, что лучше-ка на Леоне я выйду. А выйду подальше. Так вот, кстати, да, про ракушку мы не поговорили. Когда владельцы атакуют, нападающий, да, есть шанс, что в него ответная тычка полетит, как будто бы. Это работает пока у подстаном, по-моему. Здесь, кстати, не написано. Описания этого нет. Я помню, что в прошлых патчах, когда она была, даже под станами это работало. То есть, допустим, вас кто-нибудь застанил, начинает с автоатаки рукой бить, все равно ваш персонаж как будто бы в ответочку будет прописывать. И самое приятное то, что у вас тычка с Fury Stripes'ами вот это залетает. Это даже на крипах сейчас будет видно, если вы посмотрите, когда Урса дает дополнительную тычку и накладывает дополнительный стак пассивки. Очень мощно. Вот видите, сейчас вот прокнула дополнительная тычка, ракушка ушла в КД. Кстати, я не уверен, накладывается ли дополнительная, окей. Насчет дополнительной пассивки я не уверен, но как будто бы, даже если она не накладывает Fury Stripes, в любом случае эта тычка, ну, прям увесистая, потому что, понятное дело, в этом вся суть Урсы. Да. Окей, надо будет, кстати, даже не знаю, надо будет проверить, окей, где-нибудь в лобби. Может, если вы шарите, кстати, напишите в комментах уже. Накладывается ли с этой тычки, которая вот с ракушечная вылетает, да, именно ваш эффект? Или это просто идет тычка дополнительная без нанесения дополнительного эффекта по противнику? И может ли, например, башер прокнуть с ракучки? Или не может? Как будто бы, если может, слишком сильно. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Я уже ничему не делюсь в этой игре. Все, прикупил себе, короче, башер, прикупил себе шард. На всякий случай нажал ульту, чтобы просто подвыйти, потому что Тима у меня далеко. Ну и как будто бы в таком драфте хочется сразу себе БКБ купить, вот прям максимально быстро, потому что там очень много. Там павершпрот залетает, ОД может спрятать. Под тучкой вы не можете бить, а если у вас БКБ активировано, вот у вас, по-моему, Мисы не пробуют под тучкой Рики. Ну и так далее. Там постоянное замедление Виверны какие-то, станы ченом, да, с его этих кентавров. Короче, БКБ здесь прям супер хорошо вписывается, потому что вас никто не подконтролит. То есть можно нажать блинк, БКБ и просто снести там, не знаю, условно любого персонажа, если там подстан и так далее. Вот. До нулифайра тут еще далеко. Не хотелось бы здесь покупать, поэтому, да, решил в БКБшку пойти. Ну и плюс, опять же, БКБ — это дополнительный айтем, который позволяет вам вообще на Урсе не умирать. У вас есть два сильнейших сейва в этом плане. Ультимейт, и так еще и БКБ появляется. С БКБ можно фармить очень далеко и спокойно потом нажимать ТП на базу. Вот, посмотри, что случилось с Ченом. Просто блинк, второй спел, первый спел. Чен умирает. Очень мощный шард, еще раз повторюсь. 3 дополнительных эффекта пассивки просто за счет того, что мы нажимаем первый. Это очень сильно. Йенто очень сильно. Тут не боимся сражаться, потому что у нас есть Аегис. Совершенно спокойно его размениваем. Нечего его держать. И сейчас следим за ситуацией, смотрим, что у нас здесь будет происходить. Рики ошибается, прыгает зачем-то в Эмбера, пытается его убить, и, очевидно, для него это смерть. Вот это был керри вражеской команды. Вот он вот здесь умер просто за счет блинк. Я нажал блинк, первый, второй, все. Умирает вражеский керри. Да. И такая вот суета, народ.
Не знаю, какой керри может быть проще, чем Урса, Центральная башня сил света но при этом играть за него, уничтожена. конечно, весело. Центральная башня сил света атакована. Здесь можно забить крипчика вражеского, немножко подвыйти. С УД должны мои тиммейты сами справиться. Здесь, короче, главное не умереть сейчас. Слишком большой у меня нетворс, не хочется вот этот, опять же, тэп терять. Совсем чуть-чуть у меня остается до БКБшки. Я говорю, пацанчики, давайте-ка мы немножко подвыйдем, давайте аккуратненько их сыграем. Лучше лишний раз не нафидить. Эгис мы уже разменяли, очень хорошо подрались. Все, сейчас главное преимущество сохранить, не нафидить, дофармить БКБшку. Вот когда БКБшка появится, вот так вот уже можно будет прям серьезно наглеть. БКБ есть, все, курицу к себе отправляем, она к нам летит. Не, ну тренд, конечно, 3000 хп просто Аганим, ПТ саб. Нажмет ультимейт, у него станет 6000 хп. Как эту махину убить, я не представляю. Нижняя башня сил света уничтожена. У него же там еще и урона с тычки будет просто миллион. У него сейчас, сколько тут, да? 255 урона. А он когда нажмет ультимейт, у него там 50 сил, по-моему, накапливается. Или сколько, я уже не помню конкретно. Ну, в общем, дается ему сила увеличенная. Там еще больше будет депс. Тренд керри. Такую возможность добавили. На самом деле я успел буквально одну катку на саппорте Тренте поиграть. Приятно изменили героя. То, что вам встроили шард, как прошлый Аганим, немножечко порезанный, при том, что у вас всегда есть инвиз с первого левела, при том, что у вас модификатор тычки, второй спел, который ману теперь не тратит. В общем, много изменений достаточно. Мне было приятно с ним играть, с чем делать, просто сваркой. Просто я затоптал на Тренте. Прикольно, прикольно. Так, ищем момент. Здесь хочется прыгнуть, конечно же, куда-то сразу же подубасить, но мы понимаем, что вот у ВРки, Виверн будут ее кнопки. Дождался просто ОД, нажимаю БКБшку не сразу, чуть-чуть погодя. Соответственно, он меня спрятать не мог, его пришлось спрятать себя. В это время я из-под тучки Рики совершенно спокойно мог убить, опять же, потому что у меня есть БКБ, вот про что я и говорил. Забиваем Виверну, забиваем ОД, все. Без шансов для противника. То есть, видишь, БКБ уже себя оправдало. Как раз таки, прям все, что было, все, про что я говорил, вот, все так и сыграло. Меня спрятать не смогли, меня законтролить не смогли, тучка Рики мне не помешала, противники просто умерли. Найс. То есть здесь мы опять же сохраняем за собой все это преимущество, опять же прессингуем максимально врагов, они постоянно умирают. Для нас это все, опять же, великолепно складывается. 18 400 денег на 27-й с половиной минуте. Великолепно. Феноменальный гейминг. Я не знаю, Урса, короче, на вот этом рейтинге, на лоу рангах, да, у меня вот 6500 сейчас ММР. Как будто бы просто не проиграть за нее. По крайней мере, очень тяжело проиграть. Башня сил света атакована. Один из лучших керричей для АПА. ММР, народ. Пользуйтесь. Просто обуйте Урсу. Если честно, я думал, что вот, учитывая, насколько она была сильна в прошлых патчах, ее будут немножечко нерфить. Верхняя башня Но с другой сил стороны, света по-моему, Valve уничтожена. обычно, да, нерфят или там апают героев, учитывая именно прост-цену. А прост-цену я не смотрю. Я не знаю, как Урса себя на прост-цене показывает. Но навряд ли она так часто пикается, как в пабликах. Нам же лучше. Нам же лучше. На самом деле, за Урсу играть прикольно, но вот не всегда, я не знаю, не всегда в этом есть кайф. Иногда да. Если бы я хотел вот прям максимально именно себе ММР апать, я бы просто брал Урсу вот в каждой игре в какой-то возможно. Просто бы ее нон-стоп пикал и пикал. Просто вот на одном герое можно спокойно выезжать. Но она достаточно сильно, да, заеживает, если пикать ее постоянно. Потому что геймплей достаточно топорный, но хз. Зато эффективный. Тут просто смотрите, что вам больше нужно. Именно кайф от игры получить или ПТС себе забузить. Наивкуснейшая пачка снизу. Забираем ее себе тоже в карман, вот так вот кладем. И 20 тысяч нетворса уже у нас имеется, хотя еще даже не 30-я минута. Найс. Let's go W это называем. Убит. Следующим итемом захотел себе Bloodthorn, потому что такая приятная, дорогая шмотка. И при этом ко всему, да, вот она же нам дает еще спокойно True Strike по ВРке. То есть можно было купить себе какой-то МКБ, допустим, да, чтобы не миссовать его. Я решил выбрать себе Блатур. И ты его накидываешь, и, во-первых, ты не даешь там в моменте, допустим, ЛДшнику какому-нибудь кнопки нажать. ВРка, если нажмет даже Виндран, успеет, все равно по ней будет True Strike и так далее. В общем, здесь решил именно через Bloodthorn сыграть. Кидаем, соответственно, арчить на ОД. Он спрятаться не может, умирает. Противнички, соответственно, сыпется. У Трента, по-моему, появилась
Да, гарпун. Вот смотри, 7700 хп на тренте. 7700 хп на тренте 19 левела под ультимейтом. Шок-контент. Здесь прыгаем чена убиваем, потому что ВРК и так должна у нас отписать, соответственно. ВРК тоже отправляется в таверну. Я не знаю. О, как. Просто не оставляем шанса противничкам на медведя. Просто медведь жрет. Медведь ест. Отведал противничка. Сил света укреплены. Значит, есть у меня еще одна каточка в следующем видосе, соответственно, вам ее покажу. Играл за мартретку переделанную, и мне в команду, это просто такая затравочка, да, чтобы вы подписывались на канал, народ, кстати, кому нравится контентик, если хотите поддержать мой канал, благодарен буду за подписку, за комментарий, ну, по базе все это, все знаете. Да, всем респект. Респект таким ребятам. Вот, есть еще одна котечка, где я играл за Мартру. Не знаю, бегал там, допустим, 17 на 2, на 14, и все равно катку проиграл, просто невозможно было ничего сделать, учитывая, что у меня в команде было 4. Просто максимально хагуска. А Мартре просто поменяли немножко тоже ее талант. Теперь у вас второй спел, Dead Blink на Мартре. Он у вас не один, у вас теперь 2 заряда, которые дольше кэдэшатся. Но по файту передвигаться стало еще проще, потому что там мобильно очень. Допустим, можешь кинуть даггер, нажать второй, убить противника, а потом подвыйти из файта, сразу же нажав блинк на тиммейта. Прям очень мобильная Мартра стала. Но она все, конечно же, в мету она не вписывается. Слабо очень теперь. Давненько не было такого патча, чтобы на Мартре можно было прям с кайфом играть. Но персонаж один из любимых. Не знаю, за него вот играть именно кайфово. Если хотите покайфовать, берите Мартру. Если хотите побеждать, берите Урсу. Вообще без вариантов. Мне в последнее время нравится очень сильно активный персонаж, на которых ты можешь включаться в игру там не на 30-й минуте, когда у вас 3-4 слота появляется, да, а уже там минут с 15 ну, максимально рано, даже несмотря на то, что условный кор или лидер. Вот так вот. Вот так вот. Все, 31-я минута, окей, 32-я, да, заканчивается игра, ломаем трон противничкам, 24 тысячи натворства, счет финальный 16-4-9. Вот такая вот дискотечка. Всем спасибо за просмотр, сейчас вам покажу, соответственно, статистику послеигровую для интереса. И будем завершать. Опа, медасик на ОД. Легенда. 22 700 депоса. Полученный урон. Ну, короче, быстренько вам пролистаю, чтобы вы могли, если что, соответственно, посмотреть по необходимости. Улетели вперед просто по нетворсу. Ну, котечку реально съели, просто отведали меда. Все, народ, всем удачи, всем прогрессии, всем поднятия МВР, всем на сегодня. Пока.